Всем привет, меня зовут Ольга, и сегодня я вам предлагаю вот такой великолепный комплект «Лунная дорожка». Посмотрите, бисер сочетается с стеклярусом, и вместе они, дополняя друг друга, хорошо смотрятся в украшении. Смотрите, какое получилось у меня колье. Оригинально переходит одна сторона в другую, и хорошо оформлена серединка. Дальше стеклярус заканчивается, и две цепочки отдельные переходят в одну. Обрабатывается все золотым бисером, и это придает еще более нарядный вид и хорошо смотрится. Если вам колье понравилось и браслетик, присоединяйтесь и выполним его. Подписывайтесь, кто не подписан. Я всем вам очень рада. Для украшения нам понадобится стеклярус белый, у меня с переливом 6 миллиметров, бисер золотой и прозрачный, прокрашенный у меня внутри серебристый, и бисер 2 миллиметра белый перламутровый. На одну иглу набираем серебристая, стеклярус, серебристая, и на вторую иглу одеваем стеклярус, и в этом стеклярусе перекрещиваем иголочки. Проводим наш набор на середину нити и снова набираем на одну иглу серебристая и стеклярус, на вторую иглу серебристая, и в стеклярусе перекрещиваем иголочки. У нас получается как бы крестик, в котором боковые стороны серебристые бисерины, а центр стеклярус. И так продолжаем набирать. На одну иглу набираем серебристая стеклярус, на вторую серебристая, и в стеклярусе перекрещиваем иголочки. Вот так. И так набираем до необходимой длины. Я набрала 30 стеклярусов, и теперь на левую иголочку я набираю одну серебристую бисеринку, а на правую иголочку серебристая, 10 золотых, серебристая и стеклярус. И прохожу правой иголочкой серебристую бисеринку на левой. То есть в этой серебристой перекрещиваем иголки. Подтягиваем наш набор, и у нас получается красивое колечко. Теперь иглой, которая идет по направлению к нашим набранным стеклярусам, мы проходим в стеклярус серебряную бисеринку нашего набора и в одну золотую. Вот так. Набираем стеклярус, золотая, белая, золотая, стеклярус, и проводим иголочку в эту же золотую бисеринку, из которой выходит ниточка, и в следующую. Вот так. Дальше набираем стеклярус, золотая, белая, золотая. Возвращаемся в предыдущий стеклярус, золотую, из которой выходит нить, и в следующую.
Снова набираем стеклярус, золотая, белая, золотая. И также проходим предыдущий стеклярус, золотую, из которой выходит нить, и следующую. И так проходим все наши 10 золотых бисерин, делая лепесточки у этого цветка. Оформили цветочек и вышли ниточкой в последнюю золотую бисеринку. Теперь этой же иголочкой проходим в серебристую и в стеклярус. А второй иголочкой проходим в стеклярус назад. И мы повернули и продолжаем теперь от этого стекляруса делать дорожку в другую сторону. То есть мы на одну иглу снова набираем серебристую и стеклярус, а на вторую иголочку набираем серебристую. Делаем перекресток в стеклярусе и плетем вторую сторону такой же длины, как и первая. Когда обе стороны равны, проплетено одинаковое количество стекляруса, можно переходить ко второму ряду и оформлять край. С одной стороны я начала, на второй вам покажу. Вот нить у нас выходит со стекляруса. Мы набираем на ниточку серебристую, белую, серебристую и белую. 4 бисерины. Проходим иголочкой в серебристую бисерину, самую первую возле стекляруса. И проходим в следующую серебристую. Вот так. У нас получается крестик красивый, где его вершинками являются беленькие бисерины 2 миллиметра. И теперь каждый раз мы будем набирать белая и серебристая. Игла проходит в белую предыдущего крестика, в серебристую, из которой выходит нить, и в следующую. Вот так. И у нас получается следующий крестик. И так оформляем и один, и второй ряд, каждой иглой по своей стороне. Когда мы проходили внешний ряд левой дорожки, чтобы перейти на правую, нужно пройти по 10 золотым бисеринам. И здесь, чтобы начать делать крестики, первый крестик у нас будет набираться из 3 бисерин: белая, серебристая, белая. И будем возвращаться в серебристую и в следующую. И дальше продолжаем. А при оформлении внутренней стороны дорожки нам нужно повернуть через середину. И вот у нас ниточка выходит из последней серебристой бисеринки этой стороны. Мы набираем, как обычно, белая и серебристая. И проходим в беленькую бисеринку, в бисеринку, из которой выходит нить. Захватываем середину, центр,
и первую серебристую бисерину другой стороны. Вот так. Набираем одну беленькую бисерину и вместо серебристой мы захватываем серебристую последнего крестика, беленькую, бисеринку, из которой выходит нить, и следующую, вот так. И мы с вами красиво повернули. И дальше, как обычно, мы набираем белая, серебристая, проходим в беленькую, серебристую, из которой выходит нить, и следующая. И продолжаем заполнять внутреннюю сторону левой дорожки. Вот так. Когда обе стороны дорожек у нас оформлены отделочными крестиками, переходим к продолжению. Теперь нужно сделать несколько звеньев, крестиков в свободном от стеклярюсе плетении. Я на одной стороне сделала, попробовала, как будет смотреться. На второй покажу, как я делала. Вот мы начинали с этой стороны. Мы набирали стеклярус и между ним делали серебристые бисерины. И у нас ниточек здесь нету, чистая сторона. Поэтому я беру нить сантиметров 80 и на каждую сторону одеваю иглу. И прохожу любой иголочкой в последний стеклярус. Провожу нити на центр. И прохожу каждой иглой в белую бисерину отделочных крестиков. Вот каждая нить выходит из белой бисерины. Теперь берем на одну нить, набираем серебристая, белая, серебристая. И возвращаемся иглой в эту же белую бисерину, из которой выходит эта ниточка. Проходим в серебристую нового уже крестика и в беленькую. Снова набираем серебристая, белая, серебристая. И также проходим в белую бисерину, из которой выходит нить, но с другой ее стороны. И у нас получается цепочка. Мы делаем крестики одной нитью. Дальше проходим в серебристую. В беленькую. И снова набираем 3 бисерины. И делаем 15 звеньев с одной стороны и второй иглой также делаем 15 звеньев. Вот как с этой стороны я уже сделала. Видите? И теперь соединяем 2 цепочки в одну. Для этого мы набираем на одну иглу серебристую белую, на вторую серебристую и в белой перекрещиваем иголочки. И продолжаем теперь 2 иглами цепочку в один ряд и набираем 30 звеньев до второй части застежки. Теперь на одну иголочку набираем 6 золотых бисерин и колечко
И этой ниточкой, на которую набрали, проходим в белую бисерину с обратной стороны. Подтягиваем и замыкаем, делаем колечко с петелькой. И второй иглой я пройду по этому кольцу, закреплю, чтобы оно было плотнее. Одна ниточка нам уже не понадобится. Можно пройти по бисеринкам, завязать узелочек и ее обрезать. А со второй мы еще поработаем. Берем на иголочку 3 золотые бисеринки и проходим в белую бисерину следующую. Вот так. Снова набираем 3 бисеринки. Золотые. И проходим следующую белую бисерину уже с этой стороны. И так зигзагом оформляем и украшаем нашу цепочку из крестиков. Теперь снова 3 бисеринки и в белую бисерину с этой стороны. Одну сторону я уже украсила, видите? И после того, как мы подошли к соединению, где у нас 2 цепочки, я перехожу на одну сторону и продолжаю украшать отделочными золотыми бисеринками в виде зигзага и доходим до середины. И вот возле середины мы проходим из белой бисерины одной стороны в центральную белую бисеринку. И в серебряную, которая соединяет 2 стекляруса обеих сторон. Вот так. Набираем 2 золотые бусина и золотая бисеринка. И проводим иголочку назад в бусину и в одну золотую. Вот так. Подтягиваем нашу бусинку и набираем на иголочку одну золотую бисеринку и проходим через серебристую, из которой мы выходили, и является она соединением 2 сторон. Вот так. Теперь назад проходим в центральную белую бисеринку и в следующую бисеринку белую уже новой стороны. Вот так. Набираем 3 золотые бисерины и проходим следующую белую, продолжая наш зигзаг уже в правую сторону. Вот так. И продолжаем дальше зигзаг по этой стороне. Закончили оформлять внутреннюю сторону. И теперь можно переходить к внешней. Там, где мы начинали зигзаг возле второй части застежки, продолжаем. И где соединение 2 цепочек, переходим на внешнюю сторону. Подходим к средней части, где у нас к центру, где у нас бусина. И вот ниточка выходит из предпоследней белой бусины. Набираем, как обычно, 3 золотых бисерины и проводим иглу в последнюю белую бисерину. Вот так. Теперь поворачиваем вот так наш цветочек и проводим иголочку в первый стеклярус и в золотую бисерину. Вот так. Набираем 4 золотые бисеринки и проводим иголочку в золотую после белой. Вот так. Теперь проходим в золотую бисерину, которая возле второй белой бисеринки.
Снова набираем 4 золотые бисеринки и проходим в золотую после нее. И так окружаем золотыми бисеринами все белые бисерины нашего цветочка. В конце мы перейдем в стеклярус в последний и пройдем в белую бисерину уже второй стороны. То есть сделаем точно так же, как в начале. И дальше продолжаем зигзагом оформлять внешнюю сторону до перекрестка, где у нас начинается зигзаг уже внутренней стороны. И колье будет готово. Браслетик выполняется легко и так же, как мы выполняли и колье. Сначала мы набираем дорожку из стеклярусов и серебряных бисерин. Затем возвращаемся, делаем по каждой стороне крестики, центром которых являются белые бисерины. И затем зигзагом каждую сторону оформляем и проходим до конца по каждой стороне. Когда мы подошли к застежке со второй стороны, нам от последнего стекляруса нужно добавить по одному свободному звену. С этой стороны я добавила, и с этой вот ниточка выходит из белой бисерины. Я беру серебристая, белая, серебристая и прохожу назад в эту же бисеринку. Прохожу в серебристую и в белую уже нового звена. И теперь беру на одну иголочку серебристую белую, а на вторую серебристую. И в беленькой перекрещиваем иглы и соединяем две стороны. Вот так. Теперь набираем на одну иглу 4 бисеринки золотых и застежку. И проходим в серебристую бисерину с другой стороны. Можно сразу и в белую. Вот так. И у нас получается петелька. И второй иголочкой мы пройдем назад в эти 4 бисерины. И в серебристую с другой стороны. И теперь там, где нету у нас зигзага, нужно его добавить. Я беру 3 бисеринки, ниточка выходит из белой бисерины и прохожу в следующую белую бисерину, как мы делали обычно. И с другой стороны также закрываем белые бисеринки и делаем зигзаг, чтобы дооформить вторую сторону. И браслетик будет готов. Если вам понравился комплект «Лунная дорожка», подписывайтесь на канал, кто не подписан. Я вам очень благодарна всем за просмотр. Поддержите меня лайком, если вам понравилось. И до встречи в новом видео.